Всем привет! Сегодня я приглашаю вас познакомиться с моим хорошим другом Джастином. Хотя, если вы были в нашем чате для изучающих русский язык, или вы подписаны на мой телеграм-канал, или вы сейчас в нашем сообществе для изучающих, то вы знаете Джастина. Джастин сделал один из самых классных словарей для изучающих русский язык. Все ссылки будут в описании. В этом интервью, в этом разговоре мы обсуждали, как он начал учить русский язык. И поверьте, это не совсем обычная причина. Мы говорили о его путешествии в Казахстан, в Узбекистан, как он там говорил на русском языке. Мы говорили о том, чем русский язык похож на другие языки или чем не похож. А Джастин изучал и японский, и китайский, и вьетнамский, португальский и еще другие языки, я уже не помню. И, конечно, мы говорили о его проекте, этом словаре. Еще одна просьба. Джастин жаловался, что все его любимые подкасты на русском языке перестали обновляться. Поэтому, если у вас есть рекомендации подкастов на русском языке, то, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы Джастин прочитал и нашел для себя новые классные подкасты. А он в конце этого разговора, в конце нашего разговора, рассказал про 3 своих любимых YouTube-канала. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. И все, давайте начнем смотреть. Расскажи немного о себе, откуда ты, что ты, кто ты. Я из Америки, но уже более десятилетия я живу вне Америки. Работал переводчиком, не с русского, и работал удаленно. Сейчас я нахожусь в Тайване, занимаюсь китайским, Ты переводил с какого на какой язык? с японского на английский. Преимущественно исследовательские работы. И, значит, какие языки ты знаешь? На каких языках ты говоришь? Какие? Я говорю по-английски, конечно, и по-японски, по-испански, по-португалски, немного по-вьетнамски и по-русски. Как ты начал учить русский? Почему? И когда? Почему? Ну, это длинная история, но в основном было две причины. В то время я жил во Вьетнаме, и это прямо до ковида. Мне комфортно во Вьетнаме, но я искал варианты, мне можно комфортно жить в течение сезона дождей. Опубликовал пост на Фейсбуке в каком-то группе. Кто-то, незнакомый человек, мне ответил и мне посоветовал посетить Казахстан. И я подумал, вау, совсем неожиданный ответ. В то время я ничего не знал про Казахстан. Мне кажется, что этот ответ такой крутой, что мне обязательно надо узнать больше. После этого я начал смотреть видео на Ютубе, читать разные статьи. Летом 2020 мне поставили диагноз опухоли мозга, и мне срочно надо вернуться в Штаты. Все было хорошо, операция была успешна. Но после этого я начал думать про... После этого ты решил учить русский. Да, да, потому что я начал думать про когнитивное здоровье, как хранить мозг в здоровом состоянии. Читал разные статьи в интернете. В каждой статье написано, что изучение иностранного языка – это хороший способ. Я подумал, окей, у меня уже какой-то опыт в этом, но, наверное, можно попробовать новые методы, новые способы, новые языки. И по разным причинам я выбрал русский.
помнил про Казахстан, про этот совет, который мне дали в интернете. И после вьетнамского я хотел изучать язык, в котором нет диалектов, и, и на котором говорят в разных странах, и не только в одной. Также потому что есть много-много ресурсов для изучения русского, в Да, ты отличие полез. от вьетнамского. Ам, Джастин, потому что был уже в Казахстане, поэтому ты можешь мгм. найти этот пост в Фейсбуке и ответить человеку: «Хорошо, я А, съездил, что дальше?» Хорошая идея. Да. Я совсем забыл. Значит, ты начал учить русский 2 года назад? Две- 3 года? мгм. Два с половиной. Как ты думаешь, что тебе больше всего помогло? Что было самым эффективным для тебя? Сложно сказать, потому что в разных этапах изучения разные вещи мне помогли. Ну, сначала я хотел попробовать разные приложения. Конечно, мы все знаем, что Duolingo вообще не работает, но я узнал про это приложение, которое называется Mango Languages, Мгм. и Ты это рассказывал. благодаря этому у меня был очень хороший старт в русском, Мгм. мне кажется. В основном много прослушивания и повторения. Вначале это очень помогает улучшить произношение, понимать основные фразы без слишком много объяснения грамматики. Мгм. После этого я начал создать первую версию словарика, потому что иногда, особенно с падежами, мне не было очень понятно, когда место ударения поменялось. Мгм. И у меня было ощущение, что я знаю несколько слов, но не всегда могу использовать эти слова, потому что я не знаю Мгм. во всех падежах. Я также не хотел изучать таблицы, Мгм. таблицы грамматики, таблицы склонения и так далее. Программирование — это для меня как хобби, но могу заниматься этим только когда есть идея. И в то время я понял, что эта штука с ударением — это проблема для меня. Я думал, может, могу программировать что-то. Это была первая версия Мгм. словарища. И чем она отличается от второй версии? Ну, которая сейчас есть, вот этот сайт, это Мгм. вторая версия, да? Сайт, сайт был первая версия. Мгм. Это был веб-приложение. Потому что в то время я также хотел попробовать писать код в другом языке. То есть я хотел создать веб-приложение в ClojureScript. Услышал, что это круто. На А, каком языке? ClojureScript? Я уже знал Clojure. Обычно надо использовать, например, Python для бэкэнда, Мгм. backend, Да, да, мы говорим и бэкэнд, да. backend. А, да, обычно надо использовать, например, Python или Java или какой-то другой язык для бэкэнда. И для фронтенда надо использовать JavaScript. А, да, обычно JavaScript. С Clojure и ClojureScript можно писать полное веб-приложение в одном языке. Мгм. Так что я разработал
это приложение около 5 месяцев. Ам, Да-да-да. и да, это круто. Все, кому я его показывала, говорят, что это просто идеальный вариант для изучающих русский язык. Лично мне О, больше... правда? Да, поэтому дело твое живет. И, конечно, ссылка будет в описании, потому что я думаю, что про словарища должно знать больше людей. Лично мне очень нравится эта функция с дополнительными, где можно найти родственные слова с разными А, приставками, суффиксами. Я нигде не видела этой функции, и она такая необходимая, она такая нужная. да, да, действительно. Проблема в том, что не всегда работает идеально. Иногда есть части слов, которые выглядят как приставки, но ам, на самом деле не приставки. Ну, встреча, например. Мгм, да, встретить, Мгм. встретить не в плюс встретить, это просто встретить. Чем сейчас ты занимаешься в плане словарища? Я доволен с первой версии. Во второй версии я нахожу ошибки еще пока, Мгм. но в основном я доволен. Дело в том, что после запуска первой версии я понял, что хотя я привык к, наверное, немного уже старомодным приложениям, после этого я начал участвовать в твоей чате на Телеграме. И я понял, что постоянно переключаться между смартфоном и планшетом, Мгм. чтобы использовать веб-приложение, веб-версию словарища. Пришла в голову идея создать Telegram-бот. На самом деле это было более эффективно, на мой взгляд, для изучения. В то время, когда я разрабатывал первую версию, я не очень хорошо читал по-русски. И так что, так что в основном информацию про слова я обычно нашел в английском версии Викисловаря. Но когда я начал разрабатывать вторую версию, я мог читать лучше. Нашел некоторые несколько очень крутых словарей в интернете. Ага. Только тогда мог использовать их. Вообще необычный подход к тому, чтобы изучать какой-то иностранный язык. Да, да, я не советую. Советую этот подход. Это очень медленный. Ты не видишь результат. Первой версии словарища я постоянно видел таблицы склонения. Так Мгм. что я привык к этому через этот процесс. В течение 5 месяцев, которые я разрабатывал, я не видел никакой успех, никакой прогресс. Но после этого, после запуска, я понял, что закономерности стали более привычными. Я думаю, что твои знания, они все равно аккумулируются, а потом ты уже видишь результат. Мгм. Обучение — это не линейный процесс, где все идет прямо. Да, Просто именно. вверх. Так как ты говоришь на русском, на японском, Мгм. вьетнамском и так далее, это же все языки из очень разных языковых семей. И эти языки устроены очень по-разному. Чем русский язык, например, похож на какие-то другие языки, есть что-то уникальное. Во-первых, хотя все говорят, что русский очень сложный язык, я думаю, что на самом деле есть много-много слов,
и выражений, которые происходят из французского, Мгм. как и в английском. Так что сначала это очень сложный язык, но после базового этапа становится гораздо легче. Потому Мгм. что есть такие слова, как information, те слова, которые заканчиваются на шен, А, tion. мгм. Information, информация. Ам, Revolution. да, revolution, революция. Даже если ты не знаешь какое-то слово, это можно догадаться. Например, на в китайском ситуация очень другое дело. Невозможно догадаться. Для меня это было счастливый сюрприз, скажем так. Ага. Ну, я знаю, что это не уникальный момент, но для меня это, ну, вид глагола. Вид глагола. Очень Мгм. уникальный для меня. Я знаю, что это общий элемент в славянских языках. Многие думают, что русский язык сложный, но сложный этап, самый сложный этап, это именно начальный. А потом, Мгм. когда у тебя будет база, то все становится очень понятно, мне кажется. Мгм. А в английском языке наоборот. В английском языке, когда ты начинаешь учить, тебе все кажется просто и хорошо. Зато со временем там появляется больше, 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 больше каких-то моментов. Еще один уникальный момент про русский язык. Это для меня это предложение без глагола. Ага. И Но даже, зачем он нужен? И даже, так понятно. даже простые предложения, например, сколько тебе лет, например, на дверях написано А, от себя на себя. я про это не думала, что в английском языке это или тяни, или толкай. Push, pull, Да. да. В русском языке от Ам, себя на себя. Также очень часто можно ставить предложение без глагола движения, например. Я очень хочу туда. Мгм. А еще говорят, что глаголы движения это сложная тема, да? Можно Да. вообще без них. Так, я думаю над вопросом. Вот, я все хотела спросить. Как все-таки ты оказался в Казахстане? Ты был в Казахстане, в Узбекистане, Мгм. куда ты еще приехал? Где ты еще был? Это все. То есть это был такой этап, после твоего изучения русского ты решил, ну надо хоть где-то уже использовать. Да, но не совсем так. Ну, летом я уволился из работы и подумал, что наконец-то у меня возможность находиться вне Азии в какое-то Мгм. время. Мгм. Так что я не очень часто путешествовал как турист. И после того, как я уволился, я подумал, что наконец у меня эта возможность. Я думал про то, ну, куда поехать. И в середине лета я увидел где-то в Инстаграме, наверное, в сентябре будет какой-то курс, не помню, какой-то курс, одномесячный курс в Узбекистане, Мгм. который совмещает изучение и путешествие. Я подумал, круто, но из-за дат программы я не могу. Но я подумал, почему бы нет сделать самостоятельно. Я вспомнил про Казахстан
Я подумал, можно поставить какой-то план поехать, посетить Казахстан и Узбекистан. А в плане русского языка Узбекистан не совсем был мой первый выбор, но Мгм. в университете я слушал курс про архитектуру и искусство мусульманского мира. Мгм, И мгм. с тех пор я всегда хотел посетить Узбекистан. Я записал в список bucket list. Для меня тоже Узбекистан очень связан именно с искусством, с архитектурой и да, именно архитектурой и декорациями, вот эти мозаики. Я познакомилась с этим направлением из-за своего любимого художника. У меня есть несколько любимых художников, и один из них это Василий Верещагин, Мгм. и у него есть целый цикл картин, когда он путешествовал по Самарканду. Может быть, на курсе вы, если вы говорили про Узбекистан, то видели эти картины. Ну, хорошо, ладно. Мгм. Наверное, не видел, потому что в курсе это все произведения из Мгм, мгм. средневековья. И получается, ты решил совместить приятное с полезным. I mean, Или просто приятное. только приятное. Насколько я знаю, в Казахстане люди, в принципе, свободно говорят по-русски. Мгм. И у тебя были там сложности с тем, чтобы использовать русский язык? Когда-нибудь ты переходил на английский или ты полностью говорил все на русском? В основном, я бы сказал, что в Казахстане почти 100% на русском. Я редко использовал английский. Наверное, был один-два человека, который общался со мной на английском. Парень в мобильном магазине. Мгм. И потому что он видел мой паспорт, просто думал, что я не говорю по-русски. Но кроме этого, думаю, что почти 100% на русском. Мне было совсем комфортно, не было проблемы. И в Узбекистане, да, в Узбекистане тоже почти 100%. По факту, в Алматы и в Узбекистане, Ташкент, я был в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. И Мгм. везде мне путались с местным. Ну, в Узбекистане не совсем так, но меня путали с русским по непонятным причинам. Россия это многонациональная, многокультурная страна. Да. И хотя ты говоришь, что ты немного с кем разговаривал, вел долгие разговоры, Мгм. но все равно мне кажется, что гораздо проще существовать, когда ты, например, идешь в ресторан, и тебе все понятно. Ты открываешь какие-то приложения, тебе все понятно. Тебе нужно, ты открываешь карту, и ты понимаешь там отзывы, например, людей. Да, очень пригодился везде. Особенно с приложениями, которые не всегда на английском. Like, не всегда есть английская версия. Например, приложение автобуса в Ага. Алматы. Это только на казахском или на русском. У тебя есть еще какие-нибудь планы, связанные с русским языком? М, В плане книг, давно я купил электронную версию книги, какое название на русском? Ам, «Чернобыльская молитва». Это очень Ага. грустная, депрессивная книга, но почему-то я хотел читать. Я всегда откладываю. Может быть, есть аудиокниги? Может быть, аудиокнига будет легче? Нет? А, Не знаю, потому что
будет много слов, которые незнакомых слов. Я точно чувствую, что я достиг очень большой цели. Конечно, это не конец. Например, с вьетнамским, после того, как я достиг моей цели с вьетнамским, я вообще потерял мотивацию продолжать. Но с русским, не знаю, я бы сказал, это не конец, потому что мне очень нравится русский язык. Так что я не хочу просто остановить здесь. После поездки по Центральной Азии, я приехал сюда, в Тайвань, и просто отдыхаю. Еще один момент. Только сегодня, я понял, что много подкастов, которые я много слушал в течение прошлого года, нет обновлений, нет новых эпизодов. Это подкасты на русском? Тебя так Мгм. подставляют? Блин, а? Да. Я думал, у меня так много крутых подкастов на русском, просто как будто исчезли. Пока еще крутой контент на YouTube на русском, который мне нравится смотреть, но Мгм. мало времени смотреть видео на YouTube. Я также думал сдавать ТРКИ, но не Мгм. знаю. Ты ищешь следующую искру, что тебя зажжет. Да, Можешь тогда под конец посоветовать, например, 3 или подкаста, или 3 YouTube канала, которые ты смотришь на русском языке, которые тебе нравятся? если тебе нравится урбанистика, есть канал Аркадий Гершман. Канал называется «Город для людей». Ага, ага. Ам, Так, дальше. Это довольно круто, потому что я понял, что создатели контента на русском обычно снимают видео про места, которые американцам не очень известно. Так что это становится не просто простым повторением знания, которые у тебя уже есть. Это новый язык тоже новый, и контент, то есть тема тоже новый. Ам, Мгм, мгм. так что город для людей — это круто. Другой канал, который часто попадет в моих рекомендациях, это 707. 707. Это о чем? Нет, 808. 808. Мгм. Это про технологию Я сейчас смотрю. путешествие на поезде. Там есть крутые видео про поезда в Казахстане, в Японии, в Европе. На днях я посмотрел какое-то видео про квартиры в Китае. Это очень крутой канал. Еще один. Что еще? Город для людей. Ага. 808. И, ну, это подкаст. И уже Мгм. нет новых эпизодов, к сожалению. Но мне очень нравится подкаст Урубамба. Я слышала. Наверное, это для детей, я не знаю. Каждый эпизод про другую страну. Мгм. И у них есть гости в каждом эпизоде, родом из той страны. Они разговаривают про эту страну. Еду, культуру, музыку, язык и так далее. Там ведущие школьники, то есть это дети спрашивают про Да, разные страны. именно. Мне кажется, Да. это дает такой интересную точку зрения. Мгм. Все, эти рекомендации я обязательно сохраню.
всем отправлю. И, Джастин, спасибо тебе огромное, что ты согласился со мной поговорить, что Еще рассказал про раз свой спасибо опыт. за приглашение. Ну что, мы с тобой не прощаемся, мы еще с тобой встретимся и в чате, и вообще в Телеграме. Может быть, кстати, через год где-то я буду в Юго-Восточной Азии, в той О, стороне, будет поэтому... классно. Да, поэтому мы, может быть, даже встретимся. Все, огромное тебе спасибо и пока-пока.